Все рыбачат. Даже в луже можно порыбачить при желании. Мы ждем крупную рыбу. А он трое в лодке, не считая барахла. Приятно. Потому что я не могу к этому привыкнуть, я каждый раз в шоке. Почему сосед ловит рыбу, а ты нет? Просто люди издеваются над природой, насилуют ее. Все, мы не зря приехали, друзья. А некоторые люди только пришли, и им повезет. Хитрый какой-то. Ребят, всем привет! Вы на канале Ассортимент. Сегодня у нас вообще, назовем это так, спонтанная рыбалка. Вчера глянули погоду в синоптик и посмотрели, сегодня погода классная. Взяли, собрали, что у нас было, и поехали на рыбалку. Хотели, конечно, половить на фидер, на инлайн, но кормушек у меня, вернее, оказались, но мне не нравится. Так что я кинул тверские кормушки. И решили сегодня порыбачить на тверские кормушки. Тем более я нашел у себя баночку дипованных тапок, как они называются. И сегодня как раз их и испробуем. Но мне самое интересное, что мы едем, ребят, впереди колонна машин и сзади колонна машин. Все едут на рыбалку. Сегодня воскресенье. Хороший денек просто должен быть. Друзья, всем привет! Сегодня столько людей, мы в шоке. Сережа меня отправил идти занимать место. Я, если честно, могу заблудиться. Но попробую вспомнить, куда идти. Все-таки здесь недалеко. Но людей очень много. Вы знаете, квест еще тот, место найти себе. Нашла местечко, не знаю, как оно понравится Сергею или нет, но мне кажется, здесь неплохо. Такое расстояние между рыбаками хорошее. Нормально. Попробуем порыбачить. Мне здесь нравится, вот здесь. Это же ни разу не были. Тут мы еще не ловили. Там, где мы рыбачили, вообще все усеяно. А я поснимала там, капец. Да. И воды, видишь, стало еще меньше. Ну, как мы были там, да. Ну, хотя бы есть куда кресло поставить. Наверняка многие уже узнали это место. Это те люди, которые живут в городе Запорожье. Но те, кто не знает и хотят сюда приехать, это место называется Ловковые ямы, протока. Ловковая яма, она очень глубокая раньше была, сейчас она уже не мелководная вот такая вот. И я попробую приложением Navionics посмотреть, какая же здесь глубина. Наверняка карты какие-то устаревшие. Но посмотрите, какая тут красивая природа. И я вам сейчас кое-что покажу. Вы будете в шоке. Потому что я не могу к этому привыкнуть, я каждый раз в шоке. Как вам такое? Я в шоке, если честно. Здесь еще такую мусорку большую организовали. Кто это будет все убирать, люди не думают. Просто люди издеваются над природой. Насилуют ее, принося вот это вот все сюда, понимаете? Кошмар. Этот весь пластик разлетится, потом при первом ветре все будет в воде. Ребят, каш у нас, мы нашли, что у нас было в доме, все прикормки, смешали их. Получилась у нас такая прикольная каша. Здесь и пеллетс, и макушатники перебитые. Короче, надеюсь, сегодня у нас рыбалка получится на то, что было. И рыбачить мы будем вот на такую штуку. Купили попробовать. Больше у нас ничего нет, к сожалению.
Или к счастью, мы не брали ничего, потому что собирались быстро. Уже магазины были закрыты, купить было нечего. Но я у себя в снастях нашел такую штучку, которую уже давно купил, но ни разу не пробовал. Так что сейчас будем пробовать. Вариантов нет, потому что больше у нас ничего нет. Надеюсь, сработает. Это типа дипованные тапки, хотя здесь написано попапчик, пелец. О, есть, открыли. Опа, ух ты. Интересная штука. Ну, мы брали креветку. Приятный запах такой. Это Эва пробка материал. Да. Вот она порезана, цилиндры такие. Сейчас закинем первую удочку. Пусть стоит, нам уже ловит рыбку. Привыкли мы в последнее время ловить карпиков. Может, и сегодня клюнет карпик. Сейчас закинем, потом будем добавлять по ходу пьеса. Кстати, у нас каша немножко с КСЛом и с ликвидом, и с тигровым даже орехом. Да, ну тут все есть. Я не знаю. С одной стороны это плохо, потому что нет программы рыбачим на терчишу. А с другой стороны, может, это чертишу и сработает. Крючочки, ребят, всегда в тырской кормушке делайте вот так. Чтобы не было ни перехлестов. Вот так вот. И они отпадут при ударе в воду. Покажи лайфхак. Это наш пакет с мусором. Приехали. Так, раз. Оп, ребят. И так. Раз. Оп. Все. Теперь у нас есть куда бросать мусор. И потом с собой заберем так просто. Лучше, чем те свалки И выкинем в в мусор. лесу. Придется даже что-то, наверное, забрать с собой. Там кошмар. Да, может пособираем, если будет мало Да мусора. там ужас, там надо забрать целую свалку. Если будет пустой пакет, надо забрать, собрать. Ой, ты как красиво, смотри. Так, время для завтрака небольшого. И бананы. Ну что, перекусим, ребят, утро, пока не клюет. Можно перекусить, кофейка попить. Не знаю, сработает наш эко-поп-ап. Ну, вариантов нет, больше у нас ничего нету. Нет. Почему он эко? Это же синтетический материал. Эва пробка. Это синтетика. Ну, Эва пробка. Просто пропитан какой-то фигней. Ну, вариантов нет, у нас больше ничего больше нету, так что рыбачим на что есть. Мы купили банку кукурузы, но я специально дома оставила. Не, ну кукурузу мы покупали для того, чтобы порыбачить на фидер. Я думал сделать презентацию, но полез в свои снасти, а у меня нормальных кормушек и нету. Из-за этого принято было решение взять обычные тульские кормушки. Самая бюджетная рыбалка. Да. Из того, что было. То есть мы ничего не покупали, ребят, вообще. Да, вообще ничего. Сюда стали все свои запасы, или как, или вернее накопления, или Ну, остатки. Надо же обновляться, остатки закончатся, и можно что-то новенькое заказывать. Да, выкинем. Потому что в этих остатках заводятся вот эти вот жучки, и потом, если вы не заглянули вовремя, откроете, а у вас там такое расплодится. У нас уже было такое. Да. Мы сейчас посмотрим, как здесь у нас глубина обстоят дела. Надеюсь, видно тут на карте. Так, вот мы находимся здесь. Ближе, ближе, ближе. Вот эта красная цяточка, это мы. Что, пока ни одной поклевки нету. Не знаю.
чем дело. У меня есть еще тут попапы дипованные. Я думаю, если не будет на его пробку клевать, а возможно порежу попапчик на маленькие такие, как их, кругляшки, батончики. И попробую напомню. Ну это позже, пока посижу еще на его пробку. Потом, может, будем что-то делать. Не знаю. Но пока ни одной поклевки даже не было. Печально. Но еще не время. Мужики вдалеке говорят, что здесь клевать начинает с 9. Так что будем ждать. А там еще будем корректировать. Ну особо у нас нечем корректировать. Есть еще попапы, вафторсы. Их можно подрезать на маленькие такие, как бы, дольки. И попробовать на них еще половить. Ну посмотрим. Ни у кого, смотрю, не клюет. Не, хотя он, видишь, есть в подсаке, да? Карапец, смотри. Да. Ой, точно, короб. Небольшой. Такой где-то на 1,5 Да килограмма. нет, поменьше, маленький. Да, у мужчины карапец сидит. Круто. Да, значит, проклевывает. У соседей рядом карасики небольшие клевали, мы видели. На поплавок, кстати. А у нас на удочку даже клёва не было. Угу. Может, ты далеко кидаешь? Да не, ну на центр кидаю, стараюсь. Сначала к тому берегу кидал. Сейчас стараюсь. У нас... Все-таки рыба в ямы сбивается, сейчас уже ж холодно. Да. Так что надо кидать ближе. У нас закрались мысли, если не будет рыбалки, значит пойдем субботник делать. Ну, не зря же ехали сюда. Да. Ну, надеемся, еще клюнет у нас что-то. Погодка хорошая, побыть на свежем воздухе приятно. Говорят, иногда спонтанные рыбалки самые лучшие, но навряд ли. Все-таки лучше готовиться. Солнце греет, Да. ветра нет, шикарная вообще обстановка. Знаете, редко когда хочешь карасика поймать, но сейчас бы надо хотя бы карасика поймать одного. Хотя бы почувствовать, что вот оно может клювать на эти насадки. Ребят, наконец-то поклевочка, только не знаю что. Что-то сопротивляется, но меленько. Класс. Да, ну карасяча была. Он тянет что-то. Классик. Что там у нас? Сейчас посмотрим, карасик. Первый карась. Все, рыбалка удалась. Слушай, а не такой уж и маленький. Смотрите, какой большой. Как большой. Вытянутый, это парнишка. Да, парень. Лайк. Ну, Все, мы не зря приехали, друзья. Первый карась, можно садок намочить. Класс. Да, занимайся, каждый свое дело. Держи. Мы рады этому карасю. В удочку была поклевка, только что-то хорошо типнуло. Солнышко всходит, сейчас чуть-чуть другие обстоятельства, и рыбка начинает ходить, клевать. Тепло встает. Самое интересное, что люди, которые приехали, посидели, ни у кого не клюет, развернулись и ушли. А некоторые люди только пришли, и им повезет, потому что клев начался. Пошло дело. Все, карась пойман, можно домой ехать. Рыбалка удалась. Пожарим одного карася на двоих. Может, что такое клубненько? Что там? Не знаю. Давай. Ребят, что-то идет и такое может. Ну, не крупное, конечно, супер, но не супер мелкое. Приятное. Кто это? Маленький коробчук? Это все может быть. Сошел. Под берегом сошел. Ну это я виноват. Ай-яй-яй. Была поклевка, и вон у парня была поклевка, да, карасика поймал. Может хоть чуть-чуть сейчас. Хорошо набить.
Нифига себе! Нифига себе! Лайк! Вот вам и насадка. Так, ребят, вот он карасик попался. Хитрый какой-то. Это девочка. Парню в этот самый в комплекте идет. Да, парень уже, наверное, окочурился там. Вот уже веселуха. Смотрите, 2 карася, уже каждому по карасю. Обед уже есть. Смотрите, класс, да? Чмо. Надеюсь, это крупный карась. Ух ты. Пошло дело. Здоровый. А он 3 в лодке, не считая барахла. Класс. Лайк, ребята. 3-я рыба. Ну что, отцепи. Может, коробчик проклюнуть. Интересно. Сошел. Сошел. Да елки-палки. Почему сосед ловит рыбу, а ты нет? Что он ловит? До этого он 2 карася вытащил подряд. И мы вытащили. И у нас 2 схода было. Не знаю, может, крючки плохие, не знаю. Мы ждем крупную рыбу. Как сказать, все равно хорошая рыбалка. Были поклевки. Отдохнули, погода хорошая. Так что все нормально. Для спонтанной рыбалки вечером надумали, утром поехали, это классно. Обычно мы планируем, готовимся. А так, все равно как конец октября, такая погода классная. Супер. Провести на природе ничего лучше нет. Так, ребят, рыбы, конечно, мы поймали немножко, но главный улов это сейчас вот эта вот кучка, это будет наш главный улов. Бутылки. Да. Бутылка. Если каждый хоть будет, уходя, хоть чуть-чуть собирать мусора, возможно, со временем мы очистим природу. Но главное не разбрасывать. Сигареты. Вот, что бы их тут выбрасывать? Да, сейчас набьем наш пакетик, сколько сможем. Да, ребят, кошмар. Прикормка фанатик, антиреклама, посмотрите. Посмотрите, сколько мы... Посмотрите, а фанатик вот. Зачем это здесь? Сколько влезло? Немножко. Ну, хоть что-то. Если каждый, уходя, будет собирать такой пакетик, то... Если каждый будет наполнять свой пакетик мусорный, может будет почище. Да. Посмотрите. Вокруг один мусор. Все усеяно. Все усеяно. Так, ладно. Мы свое собрали. Закончим здесь нашу рыбалку. Мусор собрали. Рыбалка, ну, в принципе, для спонтанности нормальная. Были поклевки, были сходы. Ну и 3 карасика мы поймали. Хотя кто-то скажет, возможно, это плохая рыбалка, но тем не менее мы отдохнули, подышали свежим воздухом, насладились природой, лесом и, главное, водоемом. Так что вот такие вот дела. При любой возможности надо вылазить из дома. Да. При любой, особенно когда погода хорошая. Да? Да. Возможно, рыбалка была неинтересная, но... Следующая будет поинтереснее, возможно. Да, ну, Да. все, кто нас смотрит, надеюсь, все рыбаки, все понимают, что рыбалка на рыбалку не приходится. Конечно, если вы подготавливаетесь, ищете погоду, подбираете. Можно готовиться и тоже ничего не Ну поймать. да, и такое бывает, но тем не менее, когда подготовка, все равно шансов больше. Это доказали наши предыдущие рыбалки. Так что вот такие вот дела. Все, всем пока. Пока. Ставьте лайки, подписывайтесь. Да. Отдохнули. Как для пикничка неплохо. Как именно рыбалка не очень. Нормально.
Просто если каждый раз готовиться к рыбалке, это утомительно. Например, если варить вот эту кашу, как мы все варим, коноплю, тигровый орех, то это нужно вечер потратить. Ну, оно хоть и варится там где-то параллельно, но все равно ты это замешиваешь, готовишься. А так ты встал, собрался и пошел. И отдыхаешь. Да? А так какой-то груз ответственности, что ты замешиваешь на большую сумму, ты хочешь что-то поймать классное там. А так у тебя нет ожиданий, ты просто отдыхаешь. И все. Ловит? Ловят. И там ловят. Все рыбачат. Даже в луже можно порыбачить при желании.